Добрый день, подписчики и все мимо проходящие просто. Мы рассматриваем образцы нанесения декоративных покрытий. Сегодня я как считаю, что это новая идея, мы ее подсмотрели в интернете. Ну, у нас ее в Ижевске еще не делали, мы, в частности, и у других я тоже не видела. Попробуем нанести штукатурку декоративную достаточно способом недорогим, несложным, но длительным. Вот с помощью такого шприца. Что нам для этого нужно? Мы будем красить стену в темный цвет, в яркий, с помощью вот такой краски. Это краска Парад W4. То есть с помощью вот этой краски мы окрашиваем стену, предварительно подготовленную. То есть стена должна быть шпаклеванная, грунтованная, со всеми вытекающими. Вся подготовка должна быть выполнена. Так, берем краску, наносим. Хорошие краски укрывают в основном в один слой. Но бывает, что и два иногда требуется. Чем краска дешевле, я считаю, тем у нее хуже укрывистость. Вот сейчас вы посмотрите, то есть мы наносим яркий цвет, раскатываем, не оставляя соплей, всяких подтеков. Валик используем с мелким ворсом, примерно 4 мм. И наносим подложечный слой вот этот. Краска у нас это будет фон. Чаще всего все равно красят в два. Если вот, например, у вас просто крашеные стены, то, конечно, это будет в любом случае два слоя. А если краска используется под штукатурку декоративную, то одного, как правило, бывает достаточно. Смотря какой эффект вы хотите получить. Наносим краску и даем ей высохнуть. В комментариях у нас пишут, бывает, что мои слова не соответствуют с действительностью и нужно верить написанному на банке. Но тут я не совсем соглашусь. Не всегда надо верить написанному, на заборе тоже написано. Например, штукатурка, да, сухая смесь, написано там время высыхания, ну скажем 72 часа. Например, написано 72 часа высыхания. Так вот она бывает сохнет и за 24, а бывает и за 96 часов она не сохнет. То есть это все зависит от влажности. Вот вы хоть со мной спорьте, хоть нет. У нас было 100 раз такое, что штукатурка неделями не высыхает, потому что не сохнет, влажность высокая. Вот почему. И то же самое с лакокрасочной продукцией. Конечно, надо верить написанному на банке, но головой надо думать тоже. То есть вы же, например, можете потрогать это, ощутить, высохла она или не высохла. Это видно и по ее цвету в том числе. То есть покрытие матовеет, когда подсыхает, и потрогать его можно. Если сухо в квартире, нанесение вот краски, сутки это вообще максимум, а вообще чаще всего вот по декоративной штукатурке стену покрасили в первой половине дня, а во второй она уже сухая. Вот это чаще всего по факту так происходит. Если вы не специалист, конечно, читайте, что там написано, и соблюдайте, ну, хотя бы сутки. Но по факту это все равно быстрее. Просто к чему я это говорю? К тому, что демагогия в комментариях по поводу того, что нужно верить написанному, она не всегда соответствует действительности, не всегда так. Я не выставляю тут какие-то нормы, я говорю то, что вот по факту происходит у нас. Что по факту, как она сохнет, вот что у нас по факту происходит, вот это. Мы даем краске высохнуть и вернемся к ней для дальнейшего нанесения. Подсохла наша краска. Выкрашена у нас в один слой. Видно, если вы посмотрите, здесь немножко чуть-чуть не прокрасы. В целом, меня вот это вот устраивает, я буду на это наносить. Вы смотрите сами, если вас раздражают вот такие вот мелкие вот чуть-чуть где-то вот просветы, то можете покрасить второй слой. Напоминаю, работаем вот с помощью такого большого шприца. Кто будет писать плохие комментарии, поставим вот такой укол. Открываем его. Накладываем сюда декоративную штукатурку Мармора. Это производитель, торговая марка Effectum. Он аналогичный, этот материал, венецианской штукатурке, но выдерживает более плотные слои. Материал очень эластичный, его можно заполировать, то есть он будет блестеть, как венецианка. Ну, очень мягкий такой хороший материал. Берем на шпатель. Я делаю это первый раз, не смейтесь, если что. Накладываем шприц. Я еще вот думала, может быть, густовато. Хотела налить воды, но не решилась. Попробуем, если что, нальем. Вот так вот.
Пока накладываю я штукатурку в шприц, расскажу вам примерно, сколько будет стоить этот образец. Допустим, баночка краски, сейчас минутку, можешь взять калькулятор? Баночка краски стоит 800 рублей. Хватает ее нам на 15 квадратов, примерно в один слой. Можно разделить 800 на 15? 53 рубля. Дальше 270 рублей за килограмм стоит мармара. Разделим на примерно 300 грамм будет расход. На 0,3 умножить. $81 рубль, это вместе с краской? Нет. 81 мармары и плюс 53 краска. 134 рубля. Ну и добавьте сюда рублей 15 на лак или на воск что-то. Ну, примерно 150 рублей получится за квадратный метр стоимость материалов. Работа дорогая, сразу вам скажу, вот эта возня со шприцом. Но она не сложная, вы можете это сделать сами. Единственное, что вы потратите много времени. Вот это вот, я себе уже представляю сколько. То есть пока вы тут возитесь с этим шприцом, ну то есть должен быть либо отпуск, либо выходные длинные, что-то такое должно быть. Ладно, если что, добавим. Закрываем. И пробуем наносить. То есть вот у нас шприц, штукатурочка пошла на выход. И делаем вот такие линии, как вам угодно. Вы можете их делать крестообразно, можете вот такими полосами. Шприцы стоят, ну, в районе 150 рублей, если я не ошибаюсь, мы купили его в аптеке. И здесь вы уже фантазируете. Можете пересекающиеся вот такие делать линии. Нужно его прижимать к стене. То есть примыкаем и пошли. Не сказать, что это прямо уж сложно, но муторно будет. Долго. Вот мы же делаем сейчас на планшете, а представьте это по целой стене возиться. Может быть в несколько рук, но зато это будет, мне кажется, оригинально. Должно быть красиво. Дальше мы ее пригладим, когда она подсохнет. Но вот катышки-то уже будут кусками. То есть старайтесь как-то их не оставлять. Можно иногда вот подснимать остаток. И смотрите, куда вы хотите добавить. Туда и добавляйте. Штукатурки нам хватает. Разбавлять ее водой не нужно. Достаточно она хорошо выходит из шприца. Добавлять мы ее не будем, потому что нам ее хватит. Сейчас мы вот это вот наносим. И оставляем ее подсыхать на недолго. Минут 20-30. То есть мы не должны ей дать высохнуть целиком. Мы должны ей дать только вот немножко схватиться, подсохнуть. Мы дождались подсыхания декоративной штукатурки мармора. Нам нужно ее пригладить. То есть, во-первых, для чего мы это делаем? Мы ее поджимаем поплотнее к стене. И, во-вторых, мы делаем ее более плоской. Сейчас же она у нас вот такая, круглая. Самое главное, не дождитесь пересыхания. Когда она пересохнет, вы ее, неудачный, в общем, этот будет эксперимент. Не ждите полного высыхания. Нужно дождаться ее немножко, минут 20, и начинать приглаживать. То есть влажненькой кельмой начинаем ее поджимать. То есть приглаживаем ее поплотнее к стене. Будем делать это, я думаю, что в 2 подхода, потому что первый мы ее подожмем, а второй подход мы еще ее приполируем немножко. Пусть она немножко приглаживается и приплющивается туда, к
стеночки поближе. Вообще, когда вы штукатурку декоративную наносите, ее нужно чувствовать. То есть, когда стоит к ней прикасаться, когда не стоит, в каком положении ее вести, чтобы она там легла как надо нам. Вот сейчас мы ее прижали. То есть она у нас стала более плоская, и она прижалась к стене. То есть она уже единый элемент со стеной, а не сама по себе какая-то намазанная штука из шприца. И теперь нам нужно еще дать ей подсохнуть, чтобы ее более ровную сделать, вот верхний край более ровный, и ее пригладить, плоскость ей задать, более-менее равномерную. Когда наносите штукатурку, смотрите на каждую деталь. То есть прямо каждый элементик проглядываете. Ждем снова минут 20. После полного высыхания, когда у нас все уже высохло, хотелось бы добавить немножко сюда лазури. То есть цвет получается не очень такой коричневый, белый, непонятно. Мне кажется, что лазурь золота сюда подойдет. Вот такая вот лазурь, торговая марка Effectum, вот так. Покрываем губочкой только по верхам. Губка должна быть полусухая. Сейчас сделаем вот так ее на крышку. На крышке будем остатки. И по верхушечкам аккуратно вот так вот золотистым покрываем. В таком же направлении, как мы наносили саму штукатурку, также мы идем золотистой лазурью. После того, как мы покроем вот этим золотом, можно будет покрыть лаком или воском, защитить, чтобы ничего не смывалось, не отколупывалось, чтобы все сидело крепко и имело высокую способность к мытью. Местами мы попадаем золотом на коричневое. Пусть это так и будет. Ну, как-то так. Не знаю, что у нас получилось или не получилось. В следующий раз, когда буду делать, я обязательно буду использовать шприц поменьше размером. А может быть и просто это была первая попытка не очень удачная, а может и удачная. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока!